Сегодня рассказ о братьях наших меньших. Насколько они беззащитны перед людской жестокостью. С детства я была неравнодушна к братьям нашим меньшим. Сочувствовала бездомным животным, часто по дороге в школу скармливала голодным собакам бутерброды. Мне жалко всех псов, кошек, птичек, рыбок. Даже комара или муху прихлопнуть не могу. Я, когда по улице иду, постоянно под ноги смотрю, чтобы муравья не раздавить или другую букашку. Такая жалостливая я в маму. Та каждый день ходит кормить кошек и голубей. И это при том, что у мамы больные ноги, а живет она в квартире на 7-м этаже в доме, где часто ломается лифт. Недавно у мамы появился друг, очень симпатичная дворняга по кличке Барон. Подобрала она его возле супермаркета. Барон был облезлый, весь в каких-то кошмарных ранах, с лишаем на правом боку. Мама не смогла оставить несчастного пса на улице. Поманила, и он пошел за ней. Бароны она выходила, потратила кучу денег на ветеринара. И теперь пес смотрит на маму влюбленными глазами и готов выполнить любую ее команду. Я с мужем и детьми живу в своем доме. У нас тоже есть домашняя любимица-кошка, которую зовут Кошка. Она прибилась к нам прошлой зимой. Выхожу я как-то утром за калитку, вижу, сидит чудо серое, пушистое с грустными глазами. Взяли мы эту прелесть в дом, накормили. И она стала приходить к нам в гости и часто остается ночевать. Мы даже туалет купили для таких случаев, чтобы не надо было ночью ее выпускать. Один раз показали, посадили. И кошка сразу поняла, для чего нужен этот красивый зеленый ящик с гранулами. Возле нашего дома мужик один купил участок. Там раньше баба Зина жила. Когда ее не стало, родственники продали дом. Наш новый сосед снес старую хату. Хотел строиться, завез уже все материалы. А потом что-то там у него произошло, и стройка стала. Чтобы материалы не растащили, привез сосед пса охранять это добро. Собака была огромная, кличка у нее чудная Норт. У наших приятелей холодильник так назывался. Пса-то сосед привез, а вот заботиться о нем считал, наверное, делом лишним. Бедный Норт и зимой, и летом жил, что называется, под открытым небом на длинной цепи, примотанной к огромному колу. Сосед не удосужился построить ему будку или вольер какой-нибудь. Бедная собака зимой замерзала, летом изнывала от жары, в дождь мокла. Кошмар какой-то. Мы хотели отвязать Норда, взять к себе во двор. Но он был хорошим охранником, и нас на участок не пустил. Ночевал пес прямо на голой земле. Ведь у соседа на участке даже травы не было. Только лежали тут и там накрытые пленкой стройматериалы. Меня это бесило прямо. Значит, какие-то кирпичи ему жалко, видите ли, вдруг испортится. А живое существо, ну что с ним может случиться? Но самый ужас был в том, что он Норда не кормил. Раз в неделю привозил кастрюлю каши без ничего и считал, что здоровой псине этого достаточно. Сам, наверное, регулярно пищу принимал, не забывал. А над собакой издевался, что называется. Мы пытались как-то повлиять на ситуацию. Каждый раз, как видели, просили соседа: «Дима, неужели тебе не жалко пса? Он же голодный постоянно. Да и будочку неплохо бы ему. Все-таки добро твое не дает растащить. Пожалел бы собаку». Но Дима только отмахивался или начинал огрызаться, мол, не ваше это дело. И все оставалось по-прежнему. Конечно, мы кормили Норда, чем могли. Кости ему давали, суп, борщ, кашу, воду носили. А еще он очень бублики любил и булки всякие. И мы часто угощали его этими любимыми лакомствами. Так продолжалось где-то с полгода. Недавно сосед вывез часть стройматериалов, а сегодня забрал Норда охранять другой участок. Как мы выяснили, участок этот находится очень далеко от нас, и ходить часто туда мы не сможем. На дорогу туда-обратно уйдет полдня. Я целый день реву и надеюсь, что там найдутся добрые люди, которые будут заботиться о Норде. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!